Ух, ну что ж, попробуем поесть это дело. Насколько съедобно. Кстати, напоминает по вкусу, как вот шашлык бывает немного пригорает, вот коротко. Я уже много лет мясо не ем, но я помню. Ну такое, ну все, если пригарки не страшно. Очень шашлычный такой вкус. Как будто ем гречку с шашлыком. Интересно. Пришел я, значит, на свою лесопилку, поскольку дрова уже заканчиваются. Тут у меня две цели. Вот это я спилю. Ну и для того, чтобы костер горел хорошо, отпилю вот небольшое бревнышко вот от сосны сухой. Его в середину, а березу, вот эту березу, я ее положу по бокам. Там есть и еще. Дров-то мне хватит. Главное вовремя подкладывать. Для печки у меня уже заготовлено. А время-то, кстати, 4 час. Уже скоро темнеть будет. Небо синее. Чудо. 5 дней до весны. 5 дней до весны. Високосный год. Буду пилить, короче говоря. Здесь вот процесс пиления постараюсь запечатлеть.
Фух. О, да уж, тренажер. Все. Продолжим наше развлечение. Вот так. Вот принес еще 2 бревна. Сделал чай 2 литра, один в термосе, другой вот здесь вот в кружечке. Все на костре. Гречку сытную я поел. Попробовал сейчас вот катанобоем вот эту отпилить. Тоже можно. Тоже можно. Быстро. Вот такие дела. Уже солнце заходит. 5 часов. Сегодня просветы были среди облаков. Много пилил. Много пилил. Прям великолепный тренажер. Не надо покупать никакие абонементы в фитнес. Вот, купили пилу, и фитнес всегда с вами. Его можно брать с собой в лес, этот фитнес. Там развлекаться, жечь костер. А в лесу хорошо. Красиво в лесу, снег. Никого нет. И это здорово. Так все опротивило на самом деле. В электричке ехал, там скандалы. Народ набилось много. Все на 23-е к себе. В землю свою обетованную возвращаются праздновать. До Шатуры вообще битком была. Потом поменьше стало. Ну и в Черустях подсели. Вот это вот все я высушил. Они теперь вообще не влажные, ни носки, ни эти вкладыши. То есть у меня есть запас сухого. Сейчас буду делать печь. Вот сюда вот лягу на свой коврик. Буду лежать, отдыхать. Костер там у меня горит. Ну, еще надо будет, видимо, отпилить пару штук бревен, чтобы уж в ночь, так сказать, по ночи там в темноте не ползать, не пилить. Хотя, какая мне разница? У меня фонарь, у меня батарея есть. Правда, вот, к сожалению, купил я какие-то желтые дурацкие батарейки. Они даже чувствуются, что вес их маленький. Значит, некачественные батареи. Ну ладно, одну ночь осталось. Вот это сейчас 2-я ночь. Вот в таком вот лесу. И в таком вот убежище. Где-то там вдалеке едет поезд. Доносится звук далеко-далеко. Потому что зима. Воздух плотнее. Я сейчас нахожусь
если так смотреть, то железная дорога где-то вот там, в той стороне. То есть я выше моста через Бужу. Но не совсем в таком месте, где я обычно бываю. Потому что сейчас настолько глубокий снег, что никуда не попадешь без лыж, без снегоступов. Ну, здесь тоже неплохое место. Охотхозяйство какое-то, что-то такое. Видел следы зайца. Выбегается. Вот чай. Ух, какой крупнолистовой. Сейчас подолью себе чайка. Это второй завар. Первый я в термос залил. Все мечтаю про термос Зашируши. Эх, наверное, хороший термос. А это вот заварка, собственно. Так можно подумать, что как экскременты какие-то, но нет. Это заварка. Экскременты тут тоже есть, но такие жидкие. Пока твердые экскременты я еще, так сказать, не откладывал. Тоже с ужасом думаю. Ведь это же тоже проблема будет. Но что делать? Если уж предстоит, то предстоит. Тут ничего не поделаешь. Вот, придется сейчас еще отпилить. Пару бревен притащить. А потом, как стемнеет, пойду в палатку там лежать. То весь день на ногах, или сижу вот на бревне, на вот этом вот. Тоже с непривычки-то 3 месяца я не ходил ни в какие походы. Были причины. Эх. Ну вот, уже темно. Наступил вечер. Часов 6 сейчас, наверное. Да, закат происходит где-то 17:40. Сижу около костра. Принес еще 2 бревна, пилил. Да чё ж хороша пила. Без нее, конечно, я бы не справился. Это было очень тяжело, потому что огромные бревна вытащить по такому снегу невозможно, а перепилить их маленькой пилой тоже геморрой еще тот. А так, раз, чик-чик, и горит костер. Отнес я в палатку дрова для печки. Сейчас еще посижу тут немного, попью еще чайка и пойду туда валяться. Весь день на ногах, устал. Ну и вот так подумал. Ведь этот поход — это пример того, как можно силами одного человека вот в произвольном месте в лесу, ну, не то что выживать, я не люблю вот это все темы про выживальщиков, там, я считаю, что это настолько все несерьезно, как-то наивно. Но как бы с относительным комфортом провести время, выдавшиеся вот эти праздники, возможно. Но это, конечно, на грани возможного для одного человека. Без всяких дополнительных транспортных средств. То есть вот я взял, собрал рюкзак, положил туда все вещи, сел в метро, доехал до вокзала, сел на электричку, доехал сюда, пешком прошел, зашел в лес. И тут обустроил свой быт. И вот второй день тут нахожусь. И, в принципе, у меня костер, у меня палатка, печь, все есть. Но, конечно, еды. Еды много я с собой не взял. Ну, сколько?
не знаю, вот так пешим ходом, ну, может, на неделю бы унес при таком жестком рационе, скажем, просто пачку гречки и там сливочного масла, скажем, 2 пачки. Вот соль там. И вот в таком режиме, может, на недельку бы и хватило. Но это, конечно, жесткий такой опыт. Но что делать? Если вдруг приспичит, как бы, то можно и так. Что можно еще сказать? Многие вот спрашивают, какова же цель? Какова цель? Зачем ходить в лес? Зачем? И более того, какова цель? Зачем это все снимать? Показывать людям? Ну, я хочу сказать уважаемым зрителям, подписчикам и тем, кто еще не подписался, я призываю вас сделать это, поддержать мой канал. От вас не убудет, а мне будет приятно. В общем, какова же цель? Я хочу показать то, как обычный, простой человек, не какой-то там навороченный, без запредельных там возможностей, и физических, и материальных, и прочих, может пойти в зимний лес, ну, например, вот как сейчас, там обустроить свой быт и без вреда для здоровья, а даже использовать для него, провести некоторое время. Ну, пару ночей, допустим. Потому что на одну ночь ходят многие. Да, это просто. Вышел, там с собой берут стейки, там болгарский перец, еще там что-то. Но это на одну ночь. И в первый же день готовят, потом возвращаются. Так да, можно. А вот когда речь идет о даже 2 ночевках, это уже гораздо сложнее. Вот я хочу показать пример того, как малыми силами, малыми средствами можно это сделать. Ну, конечно, есть специфическое оборудование, вот в частности пила, там печка, то все. Из этого можно что-то и отбросить. Например, ту же печку можно было не брать вполне. Без пилы, конечно, было трудней, но тоже возможно. В общем, так или иначе, но я показываю вот такой вариант. Мне вот он представляется оптимальным. Конечно, есть и другие варианты. На лыжах, с санями, там куда-то. Но возникает вопрос, а как лыжи и сани доставлять до места путешествия? На машине. Значит, надо где-то оставлять машину, там и так далее, и тому подобное. Тут полная автономность. Я надел рюкзак и пошел на электричку, поезд, там куда угодно, метро, и оказался в лесу, далеко, за более чем 150 километров от Москвы, в какой-то вот глухомане. Ворона видел сегодня, кстати, даже ни одного. И тут сумел вот этими силами, средствами и пропитаться, и сделать чай, и ночевать, в общем, в тепле, высушить одежду. Ну, мог бы я жить тут, скажем, неделю? Да, мог бы. Но, конечно, возникли бы вопросы. Как мыться? Это проблема. В холодное время это большая проблема. Можно обтираться салфетками, пока они есть, и пока они не замерзли. Опять же, если ударит мороз сильный, то это тоже будет проблема. С дровами тоже. Вот я пережгу тут сейчас все, и как, и где их добывать. Так что проблем много. По глубокому снегу, а здесь снег более полуметра, а может и больше, выше, чем по колено снег, кое-где и по пояс, за дровами особо не налазишься. Снегоступ и лыжи, но опять же это вес как с собой тащить. Проблема. Но, тем не менее, что получилось, то я сделал. Вот сижу сейчас около костра, мне тепло, мне хорошо, потом пойду валяться туда в палатку. Есть я не хочу, я наелся удивительного блюда горелой гречки с мидиями и луком. Вкусное, кстати, напоминает шашлык. Попил чай, сейчас еще попью. Потом в термосе у меня чай. Конфетки есть.
общем, я не обламываюсь как бы. А завтра с утра встану, проснусь, соберусь, все упакую и постепенно пойду через лес, выйду на дорогу, ведущую в сторону туда, Тассина, пойду по ней еще какое-то время, ну, а там сяду на электричку и поеду обратно. В общем, всю зиму я не ходил в походы, так уж сложилось. Не очень хорошие были у меня события перед Новым годом, печальные события. Очень это меня, очень сильно меня это, в общем, все потрясло. Долго не мог я в себя прийти, да и сейчас еще не пришел. Но вот как-то пытаюсь собраться с силами, что-то делать, как-то жить дальше. В общем, вот так вот. Поэтому призываю вас, друзья, делитесь своими соображениями, ходите в походы, получайте новый опыт, обсуждайте его, совершенствуйте его. А самое главное, будьте добрыми людьми. Сейчас это большой дефицит. Это самое главное. Эх, ладно, буду заниматься дальнейшими своими делами. Не знаю уж, пойду ли я пилить, не пойду, скорее всего, нет. Что тут пилить? Темно, тьма, костер горит, дрова для печки есть. Буду собираться и перемещаться в палатку. Ну, а там уже отдельный разговор. Там печка, там тепло. Буду лежать и отдыхать, вспоминать, как прошел этот день, что я делал, готовиться к завтрашнему дню. В общем, всегда все как обычно. Ну что ж, приступим к растопке печки. Что тут? Всегда так получается. На низ положим вот такие вот, потоньше. Жирнее. И еще получится еще что-нибудь. Да. И еще так. Можно еще сверху парочку. А вообще нет, там уже перебор. Так. Теперь кладем совсем маленький, возле самого жерла. То есть печь надо, прежде чем затапливать, это здорово, вот такие. Прежде чем ее затапливать, надо ее набить как следует. Не по чуть-чуть туда подкладывать, как в костер делается, а сразу прям
заполнять, заполнять, заполнять по максимуму. Так, что у нас? Вот такие вот самые то. Это тоже хвойные. Хвойные. Так, берем бересту. Что же у меня там все падает постоянно? Бересту. Берем кусочек бересты туда сразу закладем. Так. Чтобы уж огнище-то было нормально. Чем сильнее изначальный огонь, тем она лучше разгорится. Чем я буду разжигать? У меня зажигалка такая есть. Гибрид Имко и Зипа. Китайское такое изобретение. Прикольная зажигалочка. Бензиновая. Вот туда. Кладется. Может еще на завтра что-то пойдет. Ну вот. Вот так вот растапливается печь. Можно сказать с гарантией, что она растопилась. Сейчас она разогреется. Да. Естественно, при этом задвижка делается в полностью открытом состоянии. Вот так вот. Это делается так. Тут у меня фольга. Вот мне надо, чтобы под ней, под печью минимально снег таял. Можно эти подложить туда, чтобы они подсыхали. Надо следить. Так. Это дрова слишком. Можно вот сюда положить. Возле жерла. Так. Тут туда положить. Сюда. Ну вот. Печь и зажжена. То есть сразу наполняем всю печь. После чего побольше бересты разжигаем, и она разом быстренько, о, как уже раскалилась, до стремительно нагревается. Можно немножко поубавить. Вот так, чтобы подольше горело. Все нормально. Ну вот, лежу я в палатке. Печь работает. Хорошо, тепло. На улице тьма. Время около 8 часов. Отдыхаю. Печь трещит. Там огоньки какие-то видны.
через вот это вот набор отверстий внизу для притока воздуха. Когда выключен свет, они затейливо играют. Вот на той стороне, где у меня всякие стоят кастрюльки, то все. Ну, а сам я вот лежу такой, отдыхаю. Печь работает в режиме таком спокойном. Практически перекрыта труба. Ну, конечно, она полностью никогда не бывает перекрыта. Ну так, тяга уменьшена. Но этого достаточно. Я чувствую от нее такое приятное тепло от бока печи раскаленного. Несмотря на то, что дверь открыта, вход в палатку сам. Тут тепло. И в то же время очень свежо. Нету угара, никакого вони. Ничего этого нет. Поэтому, когда работает печь, лучше приоткрывать вход. Все равно тепло достаточно. А жарко не надо, чтобы тут становилось. Потом хочу сказать еще вот что. Внизу у меня снег. И это очень хорошо. Снег, кстати, ну, во-первых, потому что, смотрите, какая тут грязь. Туда-сюда постоянно. Если бы это была внутренняя палатка, то было все уделано. А второе, как бы, он в какой-то степени на себя принимает конденсат, этот снег. Что удивительно, когда вот нет внутренней палатки, а только снег, то меньше конденсата и суши как-то. Видимо, туда вода вся идет. Не знаю уж каким образом, но это замечено, что так. То есть зимой можно обходиться одной только палаткой. Комаров нет. И, в общем, достаточно только внешнего тента, который защищает от ветра. От холода он, конечно, не защищает. Но это и не нужно. От холода вот печь есть, спальник есть. Но прежде всего, конечно, должен быть упор на спальник. Печь всю ночь топить не будешь. А если будешь топить, то не будешь спать. В общем, для одиночного похода, когда опора только на свои силы, это исключительно спальник. А печь это так, баловство. Ну, приятное развлечение, конечно. Может приготовить что-нибудь. Но я вот на ней в этом походе ничего не готовил, только греюсь от нее. Это просто для обогрева у меня сейчас используется. Хотя можно и пожарить, и вскипятить воду. Все можно. А там горит костер. Полежу, погреюсь, потом, может, к костру пойду. В общем, тут вариантов для развлечений очень много. Утро третьего дня. 25 февраля 24 года. Солнце светит. Ночью было довольно прохладно, но я не замерз, спал хорошо, даже в туалет не вставал по малой нужде. Вот у меня как тут. Конденсатник использовал, с утра растопил печь. Жарко стало сразу. Я собрался, оделся. О, красота. Собрался, оделся, значит. Вышел. А тут угольки тлеют. Ну, я еще веточек подложил. И вот костер. Вот он уже и горит. Разжигать ничего не надо. То есть он непрерывно горит с того момента, как я его зажег. Только ночью тлеет, днем горит посерьезней. Ну что, значит, надо пилить. Надо пилить. Подбавлять туда дрова. Ну а потом вещи собирать. Сейчас на улице -3.
Где-то так. Не очень холодно. Красота. Ну что, вот это сейчас попилю. На пару кусков положу, а потом пойду уж за более крупными. Вскипячу чай, перекушу. Ну и соберу вещички. Упакую все. Пойду. Ой, спички у меня высыпались. Ну ладно, это небольшая беда. Спичек еще есть. Нормальное количество. И зажигалка, все есть. Без огня я не останусь. О, как ветер. Падает снег с деревьев. Сосен больших. Ну, вообще лес тут молодой. Странный тут лес. Может, горело что, не знаю. В общем, буду собираться. 2 ночи переночевал. С комфортом, в тепле, хорошо. Вон видно, как вокруг печки оседает снег. Почему надо подкладывать под нее поленца. Все это буду разбирать, сворачивать. Прямоточная труба очень хорошо себя показала, так и надо делать. Ну, конечно, в зависимости от обстоятельств можно и коленца ставить. В общем, и вот солнце. И вот солнце. Солнце улучшает настроение. Ну, а костер. Вот такую вот он яму выгрыз. Здоровенную. Метра 2, наверное, в диаметре. Все там сухо. Жги не хочу называется. Солнце. Пришло время попилить. Попилить. Ух. Пилить я буду вот здесь. Думаю, да. Да. Ух. Ой.
Хоть и сильна пила, но силы человеческие не безграничны. Столько я уже распилил, но зато будет навык, который в жизни пригодится. Фух, почти все. Фух. Да. Теперь вытащить ее надо. Это тоже непросто. Непростая эта работа. Из болота тащить бегемота. Фух. Без 15:12. Я практически собрался. Сейчас чуть-чуть перекушу и пойду. Даже не буду кипятить воду, ничего делать. Вот у меня есть немножко попить. Костер так и не гас все эти 3 дня. Вот какой он. Ровный круг образовался. А в лесу вот такая красота. Солнце вышло. Напилился я в волю. Пожег костер. Вон, одни пеньки кругом. Потрудился. Очень хорошо спал. Особенно вот вторую ночь. Сказалась, видимо, физическая нагрузка и воздух свежий. Печь жег, топил печь. Костер я даже не буду тушить. Тут гореть нечему, пусть себе горит, догорает. Потом летом или весной приду, посмотрю, что тут осталось. Вот, поход прошел неплохо. Буду сейчас выдвигаться. Только перекушу слегка. Пила Силки, кота на бой, меня выручила. Столько я ей напилил, много различных бревен. Напилил. Костер жег. Готовил на нем. На печке не готовил ничего. Вот сейчас сниму вот этот вот пуховый жилет, потому что пойду под рюкзаком. И все, и готов выходить. Вот такой настоящий зимний поход. Без прикрас. 2 ночи в лесу, в произвольном месте, среди глубокого снега. Да. Вот благодарение пиле.
Только благодаря этой пиле я смог сделать такой костер, греться. Ну и вот сидеть вот здесь вот на бревне, на вот этом, с удовольствием. Хорошо, было хорошо, но мало. Так все собрано. Вот все мое имущество. Рюкзак и палки. Никаких саней, никаких дополнительных емкостей. Только вот это. Решил я поехать на ранней электричке в 13:43. Еще до нее идти часа 2. Сейчас около 12. Потому что после праздников на вечернее в 6 часов, которая идет, будет, ну, просто скотовозка. Это будет быдлая электричка кошмарная, с похмельными там людьми, заблеванная, зассанная, со всякими там мордами неприятными. А сейчас еще не все из тех, кто бурно отмечал праздники, очухались. И вот это может быть довольно пустая электричка. Поэтому я поеду на ней. Ну и хочется пораньше приехать, кое-какие дела поделать, завтра на работу, к сожалению. Ну что делать? Ладно, буду собираться. Спасибо этому прекрасному месту. Не ожидал я никогда, что здесь побываю, но вот побывал. 2 ночи тут провел. Попилил так неплохо. Попилил, значит. И тут, и там, везде, и всюду попилил. Пожег костер. Гречку готовил. Новое блюдо обнаружил интересное. Шашлычное. Буду пробовать такое сделать как-нибудь еще. Гречку сжечь и в качестве приправы жженую гречку использовать. Интересный вкус получился. Такой прям необычный. Ну а костер пусть горит, пожара не будет, снег кругом. Тушить я его тоже не буду. Да горит. И останется здесь. Ладно, буду выдвигаться. Идти далеко. Если за 2 часа успею, то и хорошо. Да еще и по снегу тут тяжело. Еще хороший был поход, интересный. Зимний пилофон. Спустя столько времени. Вот здесь вот я спал. Видно, что снег не протаял под моим ковриком. Значит, все, теплоизоляция была хорошая. О, удивительное дело, паук или кто это такой? Какое-то насекомое ползает. Удивительно. По снегу прям. Всякие бывают тут чудеса. Вот чудесный лес, солнечный лес. А я пойду вот сюда я вытряхал пепел из печки. Вот так вот это выглядит ночевка в лесу. Силами одного человека, далеко не самого умного, сильного и прочее, прочее. Вот один рюкзачок, там все. Там все. Причем продукты у меня еще остались. Буду есть в электричке. Вспоминать. Поход пролетело время, как один миг. Но это значит только одно. Это значит, было хорошо. Эх. Ну, а в следующий раз, когда посмотрим. Может быть, весна уже скоро, весна. Сколько их было, этих весен, и лет, и осеней, и зим. Много-много. И все они вспоминаются мне с такой печалью, грустью, что все это ушло, и вот это закончилось. Закончится все. Но в памяти что-то останется. Что-то останется. Хотелось бы, чтобы что-то такое чистое и светлое оставалось. Эх, ладно, пойду, что разглагольствовать. Пустое это все. Долго ли, коротко ли, а дошел я до
Границы леса. Ух, вот там Тасина. Где-то там. Еще осталось дойти с полкилометра. Ох. Вот дорога, по ней я шагал после того, как из леса выбрался. Устал, конечно. Ох. Но ничего, что поделаешь. Зато поеду на электричке человеческой. Да по светлому времени суток. Конечно, утомительно по лесу, еле прошел, снег глубокий. Кошмар. А вот знаменитый дом в Тасино, который на Google картах показан. Ой, дошел. Фух. Скоро электричка уже. Долго шел, изнемог. Но ничего. Зато физическая нагрузка. Где еще такая будет? То все сидячая работа. Все такое. Гиподинамия. Что там еще? Инурез или нет, не знаю. Как это в свое время. Диарея. В общем, странные названия разные. Вот. К станции иду. Машина тут стоит с тех пор, как я приехал. Ветрила. Эх. Владимирские номера. Ох, красота! Ну все, теперь не скоро. Тут я окажусь, кто его знает. Эх, стою, жду электричку. Опасная здесь платформа. Лед. Один сплошной лед. Идти приходится с осторожностью, с опаской. Тасино. Платформа номер 1. Я тут один на этой платформе номер 1. Вот так вот. На дневной электричке народ не очень любит ездить. Все больше на вечерней. Катанабой здесь притаился. Знали б японцы, которые точили этот катанабой, в каких местах он будет действовать.